Всем привет, с вами Дэн, и сегодня я вам буду показывать прям редкость. Как видите, все по-японски написано на этикеточке, а вот на коробочке что? Правильно, Benras. Милитари часы, и это такой, знаете, ну как это называется обычно, да? Переиздание культовой модели. Прежде чем открыть коробку, сразу скажу, да, что Benras это первый поставщик часов для армии США во время войны во Вьетнаме. И в 60-х годах у них была как раз вот military модель под названием DTU-2A/P. И эти часы как раз туда и поставлялись. Была еще гражданская версия с референсом 3061. А вообще Benras был основан в США в 1921 году еще в Нью-Йорке. И дальше вот что у нас получается. У нас что для рынка Японии специально Benras выпустил ремейк, да, вот вроде бы как их японский филиал выпустил ремейк той самой милитари модели. Кстати, еще Фрэнк Буллит, да, в исполнении Стива Маккуина носил гражданскую версию этих часов. Ну, собственно, вот у нас перевыпуск, который вышел в конце 2023 года для внутрияпонского рынка. Ну, что касается внутреннего японского рынка, думаю, объяснять не надо. Как правило, там достаточно все дорого стоит, и в Японии милитари бум на такие вот милитари часы, поэтому, в общем, выпустили они специально вот такую модель. Вот прям милитари коробочка такая максимально простая, максимально, что называется, для дела. Давайте смотреть на часы. И, как видите, поролончик, бумажечка, такой сверток, вот вам модель, да, естественно, размеров каких? Правильно, 36 миллиметров, тех самых, которые должны были быть, потому что у нас практически полное соответствие той исторической модели 60-х. Ну вот здесь как раз даже, видите, для членов клуба гарантия, ТРР, Япония, Benras, именно вот японское отделение. То есть брал я их на Джуме в японском магазине у японского продавца, и эти часы уже все распроданы давно, но вот у них каким-то образом одна модель была, я ее, собственно, забрал, поэтому я, конечно, оставлю ссылку на этот магазин, но, сами понимаете, этих часов там уже больше в наличии нет, потому что я все взял. И да, здесь размеры те самые, размеры винтажные. Я сейчас понимаю, что все скажут, для детей, а мы взрослые мужики, едим бургеры, у нас большие запястья. Но, ребята, в 60-х годах мужики тоже, да, военные носили маленькие часы. Вспомним там того же Юрия Алексеевича Гагарина, например, да, который носил тоже часы, сколько там, 35 штурманские были или 36 миллиметров. Ну, так что вы понимаете, да, это все ерунда размеры. Тут, по-моему, 33,5 даже. Я что-то 36 погорячился. 33,5. Видите, какие раньше были милитари часы? Ничего носили, никто там не жаловался, что детские, женские. Ё-моё. А потом в 2000-х стали модные оверсайз по 50 миллиметров. И все стали вдруг считать, что мужские часы только крупные. Нет, на самом деле это все далеко не так. 9,9 с купольным стеклом. Здесь стекло акриловое. Без стекла 7,2. Вот это размеры. Вот это. Вот сейчас все скажут, это сыну подростку куплю. Нет, на самом деле я думаю, что такие часы, конечно, только для коллекционеров. 17,9. 18, точнее, да, ремешок. Ремешок, кстати, стандартный, да, размер. И 41 практически от ушка до ушка. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот что у нас получается. Видите, такие полевые милитари часы. Плоские, абсолютно маленькие. Я бы сказал, даже незаметные. Да? Но читается все хорошо. Очень хорошо читается, кстати. Несмотря на то, что двойная шкала, да, вот 1,12 и 24 часа. Для того, чтобы понимать, да, у нас какой там, соответственно, день-ночь. Циферблат абсолютно милитари стиле. Тут единственное, что, насколько я понимаю, отличие от той модели 60-х, именно которая была, закупалась Пентагоном, это то, что здесь надпись Benras есть на циферблате, а у той модели, по-моему, не было. Могу ошибаться. Короче, вот так вот, да, плоские, но высокое акриловое стекло. Акриловое стекло — это что значит? Что его не расколешь ни хрена. Да, его можно поцарапать, что называется, от дыхания, но для полевых часов пофигу, пусть все исцарапанное будет, главное, чтобы работало и не разбивалось. Это важно. Ну и, кстати, в домашних условиях, опять же, акрил можно почистить, ну, практически зубной щеткой, зубной пастой. Если кто не знает, и не нужно этого опасаться, не нужно бояться. К тому же это историческое, правильно, да, что вот именно так сделали. Что здесь еще из отличий? Естественно, я думаю, пытливый наблюдатель уже скажет: Дэн, это же кварц.
Да, кварц, да, у тех часов, которые были в 60-х, конечно же, была механика. Но сейчас, понятное дело, сделали немножко все-таки модель не супер дорогой. И кварц, ну, как бы практичный, почему, собственно, нет. Здесь стоит швейцарская ронда, стальной корпус с пескоструйной обработкой, есть люминофор, акриловое стекло, 30 метров водозащита. Ну и что касается цены, то брал я их где-то примерно за $200, ну плюс-минус там около 20 тысяч рублей, если без купона считать. Ну, короче, где-то 18, может 17 тысяч рублей, что-то типа того. Но уж скажу, что да, к сожалению, уже их в наличии нет. Или к счастью, потому что у меня будет редкость. Здесь сзади, как видите, все абсолютно такое, да, по-военному. Надпись, патент. Часы такие-то, военный стандарт, водозащита воды, Swiss Movement, ну все, собственно, больше ничего нет. Вот такой малюсенький корпус, но исторически корректный. Прикольно, слушайте, ну они прям такие малыши, но при этом так хорошо читаются. 29,5. Вот милитари часы полевые, они всегда же были какие? Они были одноразовые, то есть что-то разбилось, что-то поломалось, взял другую коробочку, выдали тебе и все, и пошел вперед. Поэтому никто не парился там ни с крутой, естественно, отделкой, ни с качеством в целом часов. Естественно, они должны быть надежные, да, но вот то, чтобы там из себя представлять какую-то классную полировку, отделку, дорогое стекло, дорогой механизм там или еще что-то, конечно же нет. Поэтому водозащита прозаичная, потому что эти часы не предназначались для там, тех же самых каких-нибудь морских пехотинцев или пилотов и так далее. Вот, в общем, все здесь. Понятно, что это именно для коллекционеров. Понятно, что за эту сумму можно купить. Ну, вы сами напишите в комментариях, что можно купить, что будет лучше, что будет там надежнее, что будет там за 800, не за 1000 рублей. Или даже аналоги какие-то можно взять, да, на том же Алиэкспресс, например. Или какой-нибудь таймик взять вообще, или Casio, естественно, взять. Но если брать вот какие-то аналоги, которые в принципе на рынке есть, вот именно от брендов исторических, да, вот все по красоте, то можно вспомнить какие-нибудь таймиксы, у которых цена, кстати говоря, тоже около $200. Именно если брать перевыпуск милитари модели. Кстати, вот скоро статья у нас на Гитатру выйдет про этот таймикс. Обязательно рекомендую почитать, конечно же, запощу в группе Telegram. И не забывайте подписываться на нашу группу Telegram. Там все ссылки на все видосы, все новости, все красота. Короче, вот такая интересная моделька. Лично мне нравится здесь читаемость. Мне нравятся вот эти малюсенькие исторические миниатюрные размеры, корректные. И это, по-моему, здорово. Ну и такой вот, понятно, что опять же базовый, самый простой здесь ремешочек в комплекте. Будем ли мы смотреть с вами макро? Конечно же не будем. Вы сами понимаете, что это должно быть максимально дешево. Но мы все-таки посмотрим. Ну да, как и положено милитари часам, здесь какое-то пятнышко на стрелке. Ну, больше вроде каких-то косяков не вижу. Стрелка в метке вроде бы не попадает, но она и не должна попадать. Это вам все-таки не Гранд Сейко. Ну, по корпусу здесь все понятно. Вот такая моделька, я уже все про нее рассказал. Ну, в этом магазе есть еще и другие интересные часы, поэтому ссылку обязательно оставлю в описании. В общем, Benrus интересный исторический производитель, и это прям вот такая интересная, редкая моделька. На этом всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.